Добро пожаловать на канал Project S. Данный ролик посвящен вопросу перемещения NPC из пункта А в пункт Б. И не только. Поехали! Каждый однажды задается вопросом, как же правильно принуждать NPC к самостоятельному перемещению по игровому уровню. На самом деле не существует одного метода на все случаи жизни. Source Engine имеет разветвленную систему навигации. Для определенных NPC-классов используются определенные нод-сущности, но сегодня речь пойдет о перемещении наземных человеческих персонажей. Простейший пример перемещения NPC – это использование одной Path Corner. В свойствах актера требуется указать лишь ее имя, и после спавна NPC проследует к отмеченной сущности, если на вашей карте расставлены инфонод, что является очевидным. Замечу, что если выставить цепь из Path Corner, NPC не последует дальше первой. Единственный плюс данного метода в том, что Path Corner может запускать какое-либо событие при достижении NPC пункта назначения. Кстати, перемещаться NPC будет пешим ходом, а не бегом, а также любая угроза заставит забыть NPC о том, куда он шел. Позже мы вернемся к этой сущности. Scripted Sequence. Основная роль этой сущности – проигрывание скелетных анимаций. Но кроме этого, ее можно использовать и как Path Corner, но возможностей у нее куда больше. Во-первых, NPC не будет реагировать на противников, пока те не нанесут ему урон. А если нужно, то с помощью вот этого флага персонаж не будет прерывать свое перемещение, даже получив пулю в голову. Также с помощью другого флага можно заставить NPC возвращаться на данную точку в любой момент игры с помощью output команды. Если нужно, можно выстроить целую цепочку из Scripted Sequence как для перемещения, так и для воспроизведения костных анимаций. iScripted Schedule – еще одна полезная сущность. Она умеет направлять NPC к нужному объекту на карте, а также передавать ему местоположение противника. Давайте рассмотрим подробно, что да как. Начнем с простого. В настройках сущности достаточно выбрать имя управляемого NPC, ходьбу или бег, что может прервать путешествие, либо что угодно, как при использовании Path Corner, либо при получении урона, либо только смерть сможет остановить нашего героя. Последняя графа – это имя конечной цели. Это может быть что угодно, начиная от инфотаргет и заканчивая игроком. Продолжаем. Если есть необходимость, сущность может активировать всех NPC в радиусе своего охвата. Вместо имени можно указать тип класса. И вот что получится. Теперь о том, как указать NPC местоположение своего противника, в нашем случае игрока. Все очень просто. Главное условие, чтобы NPC и его противник были изначально противоборствующими силами. Нельзя просто так взять и направить солдат Альянса убить Брина, что как бы логично. Но если использовать вот эту настройку, солдат хоть и не будет атаковать Брина, но сможет прибежать к нему, хотя это все равно, что выбрать шаблон Run to Goal Entity. Последний пример использования этой сущности. Как было сказано ранее, мы вернулись к сущности Path Corner и выстроили замкнутую цепь из них. А с помощью iScripted Schedule заставили NPC контролировать территорию и не сходить с дистанции до получения прямого урона от противника. Вот так, все очень просто. Goal Assault, Rally Point, Assault Point. Прошлый метод, о котором говорила моя коллега, имеет определенные недостатки. Во время следования NPC по маршруту он будет игнорировать некоторые вещи. Например, гранату, брошенную ему под ноги. Также, если противник находится на одной из точек следования, NPC проигнорирует опасность и просто подбежит вплотную к недругу, либо прекратит какое-либо движение, если в сущности указан General. Поэтому для более тактичного ведения боя были придуманы 3 сущности, о которых мы сейчас поговорим. Вкратце об их работе.
Голос Out, аналогично Schedule, задает определенные правила для так называемого штурма. Rally Point – это начальная точка штурма, то есть NPC может подбежать к ней и ждать команды к штурму, или к патрулированию в нашем случае. А вот Assault Point – это некий аналог Path Corner, но более сложный. В маршруте таких сущностей может быть множество, и они могут быть в замкнутой цепи следования. Важное уточнение. Никогда нельзя указывать, чтобы NPC следовал из Assault Point к Rally Point. Это вызовет краш игры. Rally Point служит строго отправной точкой, и никак иначе. Теперь более-менее подробнее о настройках. Имя актера для штурма. Можно также указать просто тип класса NPC, если в этой строке указать нужный метод поиска актера. Название стартовой точки для штурма. Кстати, их может быть несколько. Для этого вместо цифры в конце достаточно вписать звездочку. А вот здесь определяется, какой из точек NPC предпочтет бежать, к той, которая ближе или нет. Дальше здесь следует указать, будет ли ждать дополнительный output команды NPC, чтобы из Rally Point направиться в Assault Point. Либо сразу по активации AI Goal Assault без остановок бежать к конечной точке. Gunfire подразумевает, что штурм начнется лишь после того, как NPC услышит звуки стрельбы. Но кажется, это не работает, либо мы не поняли как. Последняя переменная влияет на то, побежит ли NPC к Rally Point в начале игры, будет ждать ли начала штурма или будет занят своими делами. Для этого и нужна кнопка на нашей карте. Ну, переходим к стартовой точке штурма, Rally Point. Тут все достаточно просто. Имя Assault Point, к которому направится NPC. Время задержки актера перед отправкой, а вот ниже можно вставить название анимации, которую проиграет NPC. Но есть важное условие. В графе Delay должно быть указано достаточно времени для проигрывания анимации. Актер не будет на бегу ее проигрывать. Переменная приоритет. На случай, если у прошлой сущности указано несколько стартовых точек на одинаковом расстоянии, а нам нужно, чтобы NPC следовали чаще по одной конкретной. Продолжим. Данная переменная заставит NPC присесть, пока он находится не в движении, то есть стоит на точке. Это и следующие строки дублируются в Assault Point сущностях. Последняя должна игнорировать во время перемещения препятствия на своем пути и телепортировать NPC, если это требуется. Но работает ли это? Да, Outputs. Когда NPC достигнет стартовой точки, можно запустить какой-либо сценарий. В нашем случае штурм начнется, как только актер добежит до старта. Возможно, вы устали, как и я, поэтому бегло перейдем к последней сущности. Assault Point. А начнем мы со вкладки Flags. Данный флаг заставит NPC игнорировать любые опасности и сразу же бежать к следующей точке, если она предусмотрена маршрутом. Assault Timeout. Сколько времени NPC будет стоять на точке, если он не видит противников? Замечу, если он их видит, то он будет драться за точку до тех пор, пока не победит противника или тот не убежит из поля зрения на указанный отрезок времени. Считать ли точку зачищенной, если около нее противник? Это нужно, чтобы NPC не бежал сюда, а проследовал на следующий Assault Point. А вот это интересный параметр. Можно ли на время стычки покидать точку для укрытий или преследований противника? Never Timeout будет заставлять на этой точке NPC стоять вечно. Даже если отвлечь его на противника, после боя он вернется на прежнее место. Последняя переменная указывает допустимое отклонение от точки, на которое может позволить себе отойти NPC. Для более детальных ответов вы можете открыть Valve Wiki, потому что некоторые вещи, указанные здесь, могут либо конфликтовать между собой, либо вообще не работать, как бы мы этого ожидали. В завершение вспомним, что у сущности тоже есть Outputs. Две понятных команды. Можно запустить сценарий при достижении точки актером и после того, как он посчитает точку зачищенной, то есть пустой от противников. Все. О теме навигации можно говорить часами, но мы уже и так наговорили сегодня больше обычного. На ютубе под этим роликом будет 2 комментария, где вы сможете показать свое мнение, поставив под ним из них свой лайк. Узнали ли вы что-то новое для себя из этого видео или нет? Надеюсь, вы это оцените.
Желающие же посмотреть на карту могут стать нашими платными подписчиками на Бусти. А сейчас прощаемся. Удачи, тамадачи!